Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, девианты. Я слышу ворчание такое вот. Влад Ват пишет: неповага до глядачів пана Юрію, потому что пан Юрий начинает позже. Но я напоминаю всем, значит, страдающим излишними комплексами неполноценности, что у нас эфиры проходят в формате беседы, и Удовик закончил, эфир с Удовиком закончился там сколько, 10 минут назад, наверное, или 5. Спровадить Удовика нужно еще 5 минут, потому что он очень разговорчив, он любит разговаривать. Ему эфира недостаточно, и потом я еще с ним общаюсь после эфира. Потом я должен взять воду, выпить, перевести дыхание и переключить мозги. И вот мне интересно, все ребята, которые как бы вот считают, что им нужно просто взять в духе вынь да положь, как бы вот так вот, в духе, значит, вершник скакав, не зупиняючись, пока лошадка не сдохла, да, что этот как вершник должен скакать и про все забывать. Вот. Ну так же не бывает, вы же так в жизни сами не делаете. Поэтому угомонитесь, успокойтесь и терпеливо ждите, когда откроется заслонка и свет истины почне падать на ваше чело, да. И вот свет истины открылся, и мы начинаем. И будем в спокойном тоне общаться, разговаривать. Потому что я вчера, когда в машине ехал, забросил обсуждение голосовым сообщением. И там, в принципе, достаточно много вопросов накидали. Какие-то из них мы тоже обсудим. И я поставил перед эфиром, перед этим объявление о том, что там есть 10 книг «Новая архитектура человечества» по 1000 гривен, 20 книг «Институции» 1000 гривен и 40 книг «Перегляд» 300 гривен с Олей Михайловой. Ну, это Дацюковская как бы серия. Поэтому там, кто хочет, пишите по адресу buxmedoeды @gmail. Короче, у меня в телеге все есть, поэтому не теряйтесь. Так. Значит, почему я назвал эфир вот таким образом? Ломка Украины. Потому что после победы Трампа мне все происходящее напоминает вот состояние человека, который находится, ну, либо вот выхода из алкоголической, там, либо с наркотической зависимости, либо одновременно из обеих зависимостей сразу, потому что, ну, казалось бы, уже вот все произошло, и в принципе, что там гадать, ситуация для Украины усложняется и ухудшается существенно. Об этом говорили на протяжении там длительного времени все, кому не лень, включая вашего покорного слугу, включая Арестовича, включая Дацюка, включая там десятки людей, которые у меня появляются в студии регулярно, об этом всем говорили. Но вот воспаленный разум отказывается воспринимать эту реальность и продолжает литься поток бреда. Вот я открываю интервью с Машей Берлинской, и я читаю, у меня просто вот волосы дымом встають. Заголовок на Українській правді. Найкращий сценарій стати в оборону, побудувати 40 кілометрів замінованої смуги по лінії фронту. Ну, то есть, как бы, у нас там сколько, 1300 километров границы. Вот если по 40 километров, то мы где-то 52 тысячи квадратных километров должны заминировать, там, значит, побудувати вот эту заминованную смугу. Я самое главное вот сижу и думаю, а кто собирается вот, ну, вот с опорой на кого она это все собирается делать? Вот когда они там кричат, что детей надо взять, с малых лет там вооружать поголовно, там женщин отправить в армию. Ну, мне хочется сказать, вы что, бредите, блин? У вас есть хоть какое-то вообще соображение, понимание того, в каком реальном мире вы находитесь? Ну, вроде же как бы деньги собираете, вроде волонтерите, там, вроде же с людьми с фронта общаетесь и имеете, ну, какие-то сигналы реальности проходят. Но нет, этот задают вопрос, сейчас я найду, по поводу продолжения войны. Так. Який для Марії Берлінської сценарій в листопаді 2024 року? Найгірший сценарий, что мы превращаемся постепенно, и это сейчас начинает происходить, в одно из главных полей битвы в Третьей мировой войне между осью зла и демократических стран. И мы таким
и мы становимся таким масштабным полигоном. Маша, проснись. Мы не становимся, мы давно стали. Это произошло еще с 2014 года. Только проблема заключается в том, что демократические страны ни хера не хотят воевать. И все, что они делают, они пытаются выскочить из этой ситуации. Любым способом, хоть чучелой, хоть тушкой. Вот. И Трамп, это по поводу того, как выскочить с этой ситуации. И если он сейчас Венса поставит ответственным, такие слухи там уже долетают до меня, ответственным за Украину, то ну как бы все будет без вот этой вот шелухи, которую вы зачем-то, я не понимаю, зачем вы все вбрасываете как бы эту чушь в головы украинцам, когда совершенно очевидно, что нас сейчас будут загонять в перемирие. Совершенно очевидно, что мы потеряем территории. Совершенно очевидно, что это будет не совсем в том ключе, как, собственно говоря, предполагалось многими нашими там аналитиками, политиками и так далее. Когда мы летом 22 года говорили о том, что корейский сценарий будет за счастье для Украины, потому что это даст там какие-то минимальные гарантии безопасности, то на нас кричали, что мы зрадники, там, которые ничего не понимают. Сегодня обсуждается сценарий, в котором Украина, ну уже в западной прессе, там не буду приводить все эти точные цитаты, хотя там одну могу привести. Bloomberg сегодня сообщил, что президент Финляндии говорит о том, что Трамп быстро добьется мира, перемирия, ну мира по Украине, там, да. Александр Ступ об этом сказал после разговора с Трампом, и он подчеркнул, что новый президент США должен восприниматься серьезно. Мне интересно, кто его воспринимает несерьезно. Когда он говорит о прекращении войны России с Украиной. Мы в Европе и во всем мире должны понять, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на скорейшее достижение мирного соглашения. Между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров. Выступая на климатическом саммите в Баку, Стаб перечислил 4 предпосылки для мира в Украине. В их число входит территория, и здесь мы не знаем, где вы осядете, где все остановится. Второе — это гарантии безопасности, третье — правосудие, затем, собственно говоря, четвертое — восстановление. Ну, в общем-то, вот один из европейских лидеров вам черным по белому говорит, это помимо всех тех утечек, которые там идут в американской прессе, что, значит, будет скоро перемирие. И тут же постоянно идет вот эта как бы накачка населения, которая значит, доводит до истерики. Значить, Маша от продовжує. Найгірший сценарій, якщо з одного боку країни осі добра вчасно не прокинуться. Ну зачем это говорить? Они не прокинутся. Они не хотят давать гарантии безопасности. Они не прокинутся. У них нет таких стратегических задач на текущий момент. Значит, Трамп хочет назначить Рубио на этого... Марко Рубио он собирается назначить госсекретарем, а это означает, что основной вектор борьбы, значит, будет с Китаем, и, собственно, Трамп этого никогда не скрывал, что вот будет такое направление, что Китай главная проблема, поэтому там и пошлины 60% и много чего еще. Ну и, собственно, вот те фигуры, которые появляются в качестве, в прессе, в качестве основополагающих в новой администрации, они как раз вот подбираются, исходя из вот такого как бы вот такого функционала. И ну, Рубио для Украины будет не самым там худшим вариантом, наверное, но опять-таки он по поводу как раз переноса акцентов в Азию и в частности на Китай. Так в 2019 году Рубио помогал Трампу принять жесткую политику санкций против Венесуэлы. Значит, он вообще как бы таким ястребом является. И, собственно, он является одним из таких жестких игроков в американском истеблишменте, которые выступают за там, безоговорочную поддержку Израиля и значит, поддержку Израиля в войне с Хамасом в Газе. Вот. Поэтому
Сегодня вот была в New York Times статья на этот счет, где там они его так охарактеризовали. Поэтому, ну, все указывает на то, что для Украины уходит то время, когда вот она имела доступ к безграничным ресурсам Запада, получала их достаточно много и спускала их вот в абсолютно невлепой форме на все что угодно, но только не на то, что нужно. Когда я сегодня читаю, вот я сейчас сижу и думаю, вот Трамп пришел к власти в Штатах для того, чтобы оптимизировать все, внутреннюю политику, внешнюю политику. Будет это делать очень жестко там, как бы, и бескомпромиссно, потому что он покололся как бы там во время первого срока. И это не означает, что он не будет совершать ошибок, наверняка он будет совершать ошибок, наверняка в результате этих ошибок произойдет раскол внутри его администрации, наверняка он пересрется там с Маском, там, со всеми остальными ребятами, которые, я тут с Андреем Облогиным, который на этот счет пару постов сегодня у себя написал, абсолютно прав, согласен, он абсолютно прав, но это будет все позже, как бы там, да, а сейчас он должен будет делать шаги, которые будут показывать, что эта оптимизация, она началась. И Украина в этом плане, она простой и достаточно дешевый вариант, потому что когда какой-нибудь чиновник Госдепа там или разведки, там, я не знаю, открывает просто новости и читает, что в Киеве начинают опять строить метро куда-то там на Виноградарь, и крупная компания, не помню, Автострада там или еще какая-то, вот, начинает, в общем-то, возобновлять эти все работы, то я задаюсь вопросом, ну вот как чиновник, который, условно говоря, там формирует политику на миллиарды долларов по поводу поддержки Украины, как он должен трактовать вот подобного рода новости там, да? Ну, очевидно, что это все выглядит безумием для воюющей страны, которая на третьем году широкомасштабной войны, вот он уже скоро закончится, там тысяча дней скоро будет, как мы воюем там, да. Так вот, на тысячный день широкомасштабной войны безумная воюющая страна, обладая меньшими ресурсами, меньшим потенциалом, меньшим населением, ну, короче говоря, всего меньше, она тратит свои ограниченные ресурсы, которые получает из-за рубежа, в том числе из Соединенных Штатов, она тратит вот на что угодно, но не на стабилизацию ситуации, не на улучшение своей эффективности, не на повышение своей эффективности, не на увеличение производства оружия в масштабах, которые бы позволили уменьшить зависимость от внешних доноров, как бы там, да, не стабилизирует свою экономику, потому что она просто, экономика тупо убивается не только русскими бомбардировками, а самой тупорылой внутренней политикой, которая здесь 250 раз подвергалась критике, но из этого не сделано абсолютно никаких выводов. И вот когда берлинская товарищи начинают говорить о том, что вот, значит, что мы должны там воевать как маньяки, что мы тут должны быть как племя, которое вот детей начинает там готовить с самого малолетства, как собирать дроны, и все вот это вот, все население как один должно выйти, значит, на защиту Родины, то я задаю вопрос: а ты в какой момент находишься? Вот в каком моменте? Ты же не находишься в моменте там, 15 марта 2022 года, когда Украина была на кураже. Почему была на кураже? Потому что государство исчезло. Это государство не просто исчезло, оно трусливо исчезло. Вторая Украинская республика, она просто вот произошла ее такая дисперсия, как бы вот она распылилась, как бы там, да. Вот. Все Гетманцевы и прочая сволота побежали куда-то на западную Украину там, да, и сидели там в Эмили Resort там, и в остальных прекрасных гостиницах. И в Киеве практически никого не осталось, так же как и в прифронтовых всех этих городах. И инициативу проявляли простые люди, простые профессионалы, простые патриоты. Это вот то, что показано в фильме «Буча», который мы сейчас всем яростно навязываем. Я сейчас написал большую статью, вот я сегодня не спал, чтобы вы понимали, потому что я просто до 7 утра писал статью,
который называется фильм «Буча». Это наш список Шиндлера, который, почему украинцы его должны посмотреть. И я объясняю вот логику, ну вот что реально скрыто в этом фильме, там, да, что заложено там. Я думаю, что, может быть, даже авторы сами не понимали, что они заложили. Но такие люди, как мы, эти смыслы нашли и распаковываем. Так вот, вот фильм «Буча», он как раз об этом моменте куража. Я помню, когда в апреле 22 года, когда россияне отошли от Киева, ушли из Черниговской и Сумской области, мы поехали с женой к своим друзьям в один из районов Черниговской области, там, где помогали, значит, партизанским всяким движениям, вот, партизанским группам, которые помогли вооружить. Мы об этом уже в эфирах рассказывали. И там просто наши друзья как бы жили там и живут до сегодняшнего момента. И вот мы приехали на места, как говорят, боевой славы, там, где эти колонны херячились, наводились с помощью наших друзей, подписчиков, и мы в этом тоже там принимали участие. И мне просто было интересно выехать в поле и посмотреть, вот где это все происходило. И меня больше всего поразило состояние жителей ОТГ этой, которые находились в состоянии безумия. Ну вот это было, ну, реальное безумие, когда две женщины, захлебываясь от смеха, вот, рассказывают в расхеряченной танковым выстрелом там доме, в квартире своей, как они везли там хлеб из населенного пункта, который там за несколько десятков километров находился, потому что пекарни оказались местные без хлеба, и нужно было как-то обеспечивать хлебом людей. И вот они с восторгом, вот таким, с упоением рассказывали, как они мчались на машине, по ним стреляли танки, вот они через это поле говорят, мы мчались, а ты помнишь там, условно, Наталя, як це було? Вона говорить, да, це було, ми прорвалися, как бы там, да. И я на них смотрел, и я понимаю, что эти люди, они пережили такой, с одной стороны, стресс, а с другой стороны, кайф, когда они вдруг оказались субъектны, когда они перед лицом мощнейшего врага, они сумели ему навязать свою волю, потому что они как муравьи со всех сторон их атаковали, со всех сторон как бы там договаривались об акциях. Там. В Буче там есть момент про бабу Таю, которая рассказывает, которую показали, вот реально, она реально существует в Ворзеле. Баба Тая, которая помогала там давать целеуказания там, и давала информацию, какие проехали танки, там все остальное. Так вот, таких баб Тай было по всей Украине очень много. И в Черниговской области мне рассказывали про такую же бабу Таю, ее по-другому звали, когда мне один партизан рассказывал, что шла колонна российской техники. Это было 6 или 7 часов утра. И вот он думал, у кого узнать информацию. И вот он такой бабе Тае местной позвонил, потому что занимался заготовкой там, мяса, и она его знала. И он ей говорит, звонит по открытой связи, говорит, а как обстановка, типа, что там? Она такая, не будь дура, сразу включилась и говорит, ну как обстановка? 3 хряка, типа, как бы есть, 5 підсвинків, ну понимаете, да, то есть она говорит, 3 танка, там 5 бронетранспортеров, и реально вот на таком эзоповым таким языком сказала ему, доложила ему, собственно говоря, по ситуации. И это их сориентировало по направлению, по количеству там, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, я это все к чему говорю? Я это все говорю, что вот этот момент куража, он был напрямую связан с тем, что люди получили субъектность, что они поверили в то, что государство может измениться. Государство, которое исчезло и не мешало, не путалось под ногами, вот, оно
позволяла реализовать эту волю. И в результате Украина, ну, она получилась как монолит, вот как этот робот Т-1000 во втором Терминаторе. Из этих капелек собрался вдруг откуда-то субъект, который никто не ожидал, и начал просто наносить мощные оплеухи. Когда руководители, командиры бригад воевали как бы там напрямую, согласовывая там свои действия друг с другом, там часто там, да, минуя какую-то иерархию там выше, там, да, вот это было рецептом успеха. Теперь прошло 3 года. Голимое государство вернулось. Оно не просто вернулось, оно воскресило все самые худшие элементы своей политики. Вот. Оно людей многих втоптало, их достоинство втоптало в грязь. Да? Оно втоптало, вот, прошлось по нему катком. Как следствие произошла делегитимизация этого государства, этой государственности, Второй Республики. Возникло недоверие к ней. И поэтому бусификация, ТЦК и вот эти все элементы мобилизации, которые говорит Берлинская, они превратились в такое убожество, в такой просто трэш, который, ну, уже неприлично там даже, на него неприлично даже жаловаться, как бы там, да, лишний раз, потому что все уже прекрасно знают, что это такое. Вот. И вот с этим подорванным доверием, которое не восстановить уже как бы в текущем моменте, она предлагает не останавливать войну, бороться до победного конца. На каких ресурсах, отталкиваясь, мобилизировать еще 500 тысяч человек, помимо тех 1,5 миллионов, которые там уже мобилизированы, или же больше, как бы там, да, когда наш весь потенциал 6 миллионов, и 2 миллиона это потолок. Вот, потому что дальше ну, просто коллапс экономики, которая и так уже разваливается. Она держится вся на бюджетных вливаниях, которые идут извне. Эти бюджетные вливания сейчас ставятся под вопрос и Штатами, и Европой. Уровень сокращения финансовой поддержки в следующий году будет где-то в 3 раза. Там, да? Она же это знает. Она это знает, она там за границу ездит, она общается как бы там с кем-то. И тем не менее несет эту всю просто ахинею. Вот. И это не означает, естественно, что мы там должны поднять лапки там и все такое. Но это означает, что мы хотя бы как бы на уровне мыслящих людей должны объяснять сложность положения и готовить людей к сложному решению, через которое мы неизбежно пройдем. И самое главное потом, как мы это решение будем использовать, во что мы его будем конвертировать для того, чтобы получилось преобразоваться в соответствии с потребностью исторического момента, скажем так. И Вторая Республика, вот мы ее благополучно как бы закрыли, и появилась третья, которая будет уже базироваться на морали, которая показана в фильме Бучи, потому что там добро победило зло, потому что там у главного героя и у людей, которые его поддерживали, была мораль. Они отталкивались от нее для того, чтобы спасать людей. И это заставляло даже врага, свирепого врага, принимать этот факт и отказываться от навязывания своей воли таким людям. Потому что история Гадаускаса, который офицеру ФСБ в глаза сказал, когда тот сказал, что если ты приедешь сюда еще раз, мы там тебя в следующий раз расстреляем, а он ему сказал, что ради Христа, разреши помогать людям, и смотрел ему в глаза, протянул руку, и тот в конце концов сказал, ради Христа помогай. Это и есть вот высший акт воли человека, который не только смотрит в глаза смерти, не только смотрит в глаза врагу, но и способен ему навязать свою волю, потому что апеллирует к высшему, что есть как бы в человеческой культуре и в человеческой цивилизации. И только так можно переиграть более сильного врага. Пересобрав нацию, пересобрав государство на базе нормальной морали, на базе общечеловеческих ценностей, на базе
высокого уровня, высокого стиля, как бы там, да, этих ценностей, они, превращая страну в племя, вот как она там сказала, превратить страну, мы должны быть племенем. Каким нахер племенем, Маша? Если мы будем племенем, мы будем проигрывать более сложно организованным социальным организациям, государствам. Потому что племена проигрывают империям в конечном итоге. Они проигрывают империям, потому что они не могут мобилизировать необходимые ресурсы, они не могут выстроить более мощную структуру защиты своих интересов, они не могут общаться с другими сложными субъектами на понятном им языке. Когда мы сегодня говорим о том, что мы там должны чего-то требовать, что мы вот должны заставить Запад, чтобы вот он за нас вписывался. А как мы можем заставить, если мы с 2014 года не представили никакой осознанной логики, как мы вообще видим свое движение вперед? Какое место мы занимаем в этом мире? Что мы хотим? Мы хотим отдать, надо отдать литий, говорят, вот как бы там, да, и купить тем самым американцев, чтобы они там за нас вписались. Вот сами подумайте, как это тупо звучит на уровне, ну, просто элементарной логики. Есть ситуация, ну, можно подумать, что вот у американцев сейчас лития, вот первостепенная задача где-то взять литий для того, чтобы там закрыть свой первостепенный вопрос. Вы видели в избирательной программе Трампа вопрос лития, вот, который висит как бы там на плакатах, там где-то подавался в СМИ, там, да? Вопрос ресурсов, конечно же, присутствует. Там Линдси Грэм об этом говорил. Но это не означает, что американцы будут, или там европейцы будут тянуть тяжесть, вот эту вот, вытягивать эту сложность войны, которую ведет Украина, только потому, что гипотетически Украина, которая за 33 года не создала вообще нормальных условий ни для своего бизнеса, ни для транснационального бизнеса, вообще ни для какого бизнеса, откатилась по всем рейтингам там почти на 150 место по уровню сложности ведения бизнеса. Вот. Так вот, и Украина в этой ситуации будет обещать гипотетическое как бы предложение по поводу своего сырья, на которое должны зайти западные корпорации, чтобы обменять гипотетическое предложение на конкретные обязательства, конкретные деньги, конкретное оружие, которое нужно платить здесь и сейчас, чтобы выжить. Так, ребят, надо было раньше думать. Ну, согласитесь, это как бы, это вы бы пошли, вы бы дали деньги наркоману, который говорит, что вот у меня там есть у бабушки в огороде, где-то там за 300 километров, тайник с золотом, с николаевскими этими как бы червонцами, и ты мне сейчас дай денег, потому что меня вот колбасит, вот, а я тебе завтра дам эти червонцы. Ну, кто-то в это поверит? Нет. Я думаю, что как бы никто не поверит. Так, сейчас меня тут спрашивают про книгу. Есть эта книга, я все дам. Вот. Михаил Штенбург пишет. Юра, в избирательной программе Трампа лития нет, но только вот Китай контролирует 80% мирового запаса лития, от которого зависит не только Тесла, Маска, но и развитие всей электроники в целом. Дорогой мой человек, дорогой Миша, конечно же, так оно и есть. Но проблема заключается в том, что никто точно не знает, сколько этого лития здесь в Украине. Он гипотетически есть, его нужно еще как бы доразведать, его нужно разработать, здесь нужно поставить. И это все в какой-то перспективе, когда есть куча прекрасных стран, которые готовы это все дать без всякой вот этой херни, которая есть в Украине. Проблема же в этом. Проблема не в том, что у нас чего-то нет. Мы сидим на таблице Менделеева. А проблема в том, что мы не можем таблицу Менделеева использовать, потому что здесь, например, по нефтяным месторождениям раздают лицензии, которые русские выкупают через подставных лиц, и потом эти нефтяные месторождения не используются. Или же не берут местные какие-то дядьки, которые надеются, что зайдет какая-нибудь там Shell, Chevron, там, или вот кто-то, ExxonMobil какая-нибудь, и за сумасшедшие бабки отдаст им
значит, выкупит у них право на то, чтобы они на этих месторождениях могли работать. Ребят, так полно нефти в мире. И Венесуэла под боком, которая там, режим этот Мадуро там шатается, как бы там, и который изнывает от недостатка, значит, денег там, да, технологий, когда население хочет жрать. А нефтяные запасы в Венесуэле просто огромнейшие. Я специально вчера как раз репост делал на этот счет. И там четко показано, у кого сколько, какие нефтяные ресурсы. И проблема в том, что стран с ресурсами разнообразными много, а вот стран, которые позволяют наиболее эффективно эти ресурсы использовать, не так много, как стран с ресурсами. И вот Украина к таким государствам точно не относится. Вот в чем проблема, понимаете? И вот мы хотим жить, не мы конкретно, вот я думаю, что мы с вами так не хотим, но мы хотим жить так, чтобы меняться минимально, там, да, или жить в соответствии с нашими иллюзиями, которые вот у нас есть какая-то там иллюзия, что вот можно это, мы должны к этому стремиться, но при этом напрочь игнорируем какие-то объективные реалии, которые говорят, что, ребят, схаменіться, как бы, посмотрите по сторонам. Половина страны там расхерячена, 20% территории потеряно, до четверть населения разбежалось. Алло, а в этом что? Парагвайский сценарий, тотальная война. Сейчас как бы напряжемся, как бы, так а что за 3 года не напряглись? Почему за 3 года не сделали то, о чем Берлинская говорит в этом своем интервью на «Украинской правде»? И проблема не в том, что это там она конкретно говорит. Проблема в том, что это в принципе расхожее заблуждение и расхожие мечты. Вот и об этом. Причем как в правящем классе, так и среди тех, как Берлинская претендует на то, чтобы прийти там на какие-то должности и занять их, но при этом является живой иллюстрацией вот этих розовых очков, которые самое время снять, для того, чтобы не попасть еще в более худшую ситуацию. Так. Да, как сказала Прицкер про Украину, это Уганда. Так это ж я вам эту информацию слил. Только Уганда, которая не воюет. Это она в депише в своей написала. Так. Теперь. Саша, видимо, эпизод про Христа вырезали из фильма. Там была только сцена про разрешение захоронения тел. Там ее просто обыграли по-другому. Там суть та же самая, как бы, но хотя я считаю, что про Христа было бы интересней. Возможно, потому что ФСБшник выглядел бы в этом плане там по-человечески более привлекательно. Возможно, я не допускаю. Но на самом деле суть не в этом. Суть в том, что, в общем-то, общая атмосфера была передана правильно. Я советую всем посмотреть интервью с Гадаускасом у меня на канале, которое там было пару недель назад, и где он как раз вот эти все вещи рассказывал. И вы поймете, что все, что рассказано в фильме «Буча», это, это было вот именно реальностью. Кстати, я могу поставить сейчас вот в этот эфир, я тебе сейчас перекину, поставишь видосик на заключительном. Сейчас я найду заключительное видео, где мы... Сейчас. Там, где дочка... Сейчас я тебе кину, ты потом зальешь, окей? Вот оно идет. Потом, позже поставите. Я просто хочу, чтобы вы увидели, как вот эти вот... Не только Гадаускас, главный герой, но что в самых маленьких эпизодах люди, которые участвовали, имели прототипов простых людей, которые становились на защиту и Гадаускаса, когда там его хотели в конце расстрелять, и дочь Ирины Филькиной, Ольга, которая не побоялась прийти посмотреть фильм, потому что многие говорят, мы боимся, потому что нам страшно, потому что мы не хотим травмироваться. Дочь женщины, которая была убита в Буче, и вот ее рука с макияжем, с маникюром, извините, которая прошла по всем информационным агентствам, пришла на премьеру и сказала просто блестящий спич. Я его специально взял цитаты все, выписал, и вот сейчас в статье, которая пойдет после эфира, значит, это все появится. Так вот,
это же все по поводу боязни смотреть правде в лицо. Что мы не пойдем на фильм Буча, потому что мы боимся посмотреть правде в лицо. Ну так а как вы собираетесь нормально жить, если вы уходите, ну, если вы уходите от истины? Ну как? Так. Почему никто из патриотов, как Стерненко, Лачен, Притула, никак пропиарили фильм Буча? На марафоне хотя бы упомянули про показ. А потому что это все тусовка, которая вот она завязана на вот этот вот околобандеровский, унылый, значит, проигрышный дискурс УНРа. Вот. Это же, Буча же, она является вызовом для них, поскольку она подает, она же ставит вопрос по поводу политической нации. Если украинский украинец политический, потому что Гадаускас является ярким представителем украинской политической нации, в которой нет этнических украинцев, там, да, не разделяются на этнических украинцев, там, этнических евреев, русских, там, не знаю, татар там, и так далее, и так далее. Вот. Если эти люди, есть вот такие люди, как Гадаускас, оказались способны идти на смерть, рискуя своей жизнью, идти на смерть, как бы там, да, для того, чтобы спасти сотни человек, вот, то это же подрывает вообще весь миф, который они выстраивали там, и, ну, и ставит вопрос, насколько он вообще актуален. Это во-первых. Во-вторых, это же как бы, этот фильм, он разрушает всю эту, весь этот патриотический дискурс, который выстраивался через вот это вот дерьмо, которая спонсировалась государством там, со времен Порошенко, там, со времен Ющенко, и которая в результате не родило ничего вообще. Как бы. Вот они не родили это вот официоз кинематографический, не родил вообще ничего. Они не смогли создать ни одного нормального образца кинематографического искусства. Потому что это все по поводу распила и все по поводу дележа бюджетного бабла. И поэтому, конечно, они сейчас молчат, потому что это было бы для них, ну, просто признать свое поражение, что можно за $500 000. Кстати, я у себя объявлю сбор на... Сейчас Саша Щур поехал в Европу, в Брюсселе, в Европарламенте будет показан этот фильм, в том числе и главе Европарламента, и евродепутатам. В ОБСЕ будет показан в Вене в 20-х числах. И там нужно будет несколько тысяч долларов для того, чтобы обеспечить эту всю поездку, потому что они на нуле сейчас, после того, как запустили, значит, всю эту махину в оборот, а деньги от продаж начнут поступать только там где-то в начале декабря. Поэтому я считаю, что мы не должны восстанавливаться, не должны останавливаться, а должны как бы дальше как бы эту махину усиливать, потому что это наш народный удар как бы вот по всему официозу, неспособному родить даже какую-то голимую мышь. Потому что сейчас на самом деле государство должно все ресурсы вбросить, которые у него есть, и которые тратятся там десятки миллионов долларов на все что угодно, но только не на стоящие вещи, вот, вбросить в пиар этого фильма, в его раскрутку, в его переводы на все основные языки, для того, чтобы через эту картину весь мир, в общем-то, понял те процессы, которые происходят в Украине, и задумался о первостепенных вещах, которые касаются не только Украины, потому что это вопрос, ну, суть этого фильма, это о преодолении страха человеком и освобождении человека в тот момент, когда он этот страх преодолел. Вот и все. И именно об этом этот фильм. Это фильм не о трэше, не только о трэше, который происходил в Буше, который показан очень гуманно, очень мягко, и там нет всяких ужасных картин, но он как раз о преодолении человека самого себя. И когда сумма индивидов, миллионы индивидов преодолевают свой страх, это то, что было в начале войны, в широкомасштабной. Когда миллионы людей преодолели свой страх и поймали этот кураж, то тогда все получается. Тогда нация начинает творить великие дела, потому что она сносит горы на своем пути, поскольку у нее есть эта энергетика, у нее есть понимание праведности пути, справедливости того, что она делает. И сегодня Филькина, вот сейчас мы ее поставим, там будет 6 минут, просто внимательно посмотрите, потому что это завершение вот презентации фильма Буча 5 ноября. И там
Я эти куски тоже выложу у себя и в телеге, и на Фейсбуке отдельно, там много было выступлений. Так вот, значит, там в конце фигурируют вот эти вот простые люди, с которых писались прототипы. Саша Щур там их называет. Вот. И в том числе там будет Ольга Филькина, дочь вот этой вот женщины, которая погибла в Буче, была расстреляна россиянами, и когда возвращалась на велосипеде домой. И она сказала очень важную вещь в самом конце. Поэтому вот посмотрите 6 минут того, что значит, там говорится. Давай. Да, ми дуже хочемо подякувати. Нам дійсно дуже допомогло Головне управління розвідки і багато інформації, багато, наприклад, розмов, які ви чули в фільмі. Це перехоплені реальні розмови або записано на диктофони. Як я всім кажу, я інтелігентний хлопчик з Одеси, я не знаю стільки матерних слів, як росіяни, щоб записати. Нам і багато хто, от всі українці, до кого ми зверталися з ЗСУ, нам надали техніку, справжню захоплену російську техніку, всю, яку ви бачили в кадрі, давали інформацію, поліція, прикордонник, СБУ. Ми дуже вдячні всім, всі допомагали. Тому цей фільм дійсно справді народний. І сьогодні, хочеться сказати, в цьому залі є дуже багато представників, хто працював над цим фільмом. Це не тільки ті, хто стоять тут. Я хочу Стасу передати слово. Насправді, я бачу Орину Петрову, підіймайся до нас. Я просто не всіх бачив, хто є з нашої команди, але якщо ви бачите мене і нас, підіймайтесь. Будь ласка, підіймайтесь до нас. Ми всіх цінуємо, ви всі наш великий, важливий вклад і актори, і команда. Будь ласка, підіймайтесь до нас на сцену. Я бачу, що да-да-да. Будь ласка. Ми цінуємо всіх, ви зробили неймовірну роботу. Кожен кадр з вами це для мене це найважливіша робота за моє життя. Тому дякую всім акторам, продюсерам, режисерам, монтажу, оператору. Всі, хто є, підіймайтесь, до вас багато. І окрім цього, сьогодні в залі ще є декілька людей, вони не приймали участь як актори або група, але це справжні прототипи, яких ви бачили в цю картину. Тобто сьогодні у нас є Заряна, Алівтина. Заряна – це... Заряна, підіймись, будь ласка. Це яку вчителька іврита, яку хотіли забрати росіяни. А та смілива жінка, яка не дала забрати не її, не Костянтину, а Оксана. Оксана, будь ласка. І вона дійсно вибирала, отак і разом зупиняла російських солдатів і не віддала. І сьогодні, ви, як ви казали, що прототип 2 стали людини, один з яких дійсно загинув, був вбитий росіянами Дмитро, тільки за ті, що він українець, а інший Толік, він з нами, який в'їздив, і він, на щастя, живий, і на тому сьогодні з нами допомагав Костянтину. Добрий вечір кожному, хто сидить сьогодні в цьому залі. Звичайно, як проста українка, я дуже вдячна всім, хто знайшов сьогодні можливість прийти і подивитися. І від всіх я хочу сказати, висловити велику подяку всій творчій групі. Ви дійсно передали те, що ми бачили своїми очима. От з таким, як коли перший раз подивилася тізер, то я підійшла до В'ячеслава в цьому приміщенні і сказала браво, бо я бачила сама отакий погляд. До речі, від офіцера ФСБ. Кожному з вас велика подяка. І хочу сказати, що останні кадри ви бачили, що під'їжджали автівки, виходили люди. Це та команда, на жаль, вони не присутні сьогодні, присутня тільки Алічка. Це ті люди, які брали участь у супроводі цієї, як сказав офіцер в фільмі, розвідки, що це ціла операція. І це теж була ціла операція. Люди, які виїхали вчасно з Ворзеля, вони всіми силами свого серця допомагали. І оці люди були сьогодні в кадрі, отам в останніх кадрах. І теж я хочу їх подякувати за те, що вони зробили. Слава Україні! І я хочу запитати, я знаю, вона повинна була бути з нами, але не знаю, в цьому залі ні. Ми сьогодні запросили Ольга, це донька Ірини Филькіної. Не знаю, Ольга сьогодні.
Ольга, можна я скажу від себе, тому що ми робили багато показів в Сполучених Штатах, закритий сенатором, конгресменом. Навіть у всьому світі всі знають цю фотографію з рукою. І ми, коли писали сценарій, наша одразу була ідея, що тому що рука в бруді це. Як це не чіпає людей. Ми хочемо показати, що за цією рукою була справжня жінка, яка кохала, яка любила, що це справжня трагедія. І я дуже вдячний Ольгі, ми до неї звернулися, і я знаю, їй було дуже важко, але от ця розмова, яку почули, от Ольга розказала, це остання розмова з мамою, якою була. І ми намагалися передати, ну, як найправдивіше. Якщо хочете, можете сказати пару слів. Я бажаю. Добрий вечір. Чесно, я дуже хвилююсь. Я хочу подякувати цьому фільму, тому що він показує справжню людську натуру. І зараз він, особливо нам, українцям, дуже потрібен. Тому що на початку фільму ви бачите, як росіяни, які зайшли, вони це все роблять через свій страх, через злість, через всі негативні емоції, які зараз, на жаль, українці все більше і більше переймають. А все добро, яке було показано в фільмі, воно, на жаль, забувається і роз'єднує нас. І якщо зараз цей фільм вийде, і кожна людина задумається не тільки про те, що було показано і прожито, а про майбутнє, і перейме щось для себе, подумає про себе, то ми цю війну переможемо. Браво! Слава Україні! Вот сейчас. Где тут? Где оно тут вырубается? Вырубил. Сейчас звук включу. О, все. Вот это вот последние слова, это были слова Ольги Филькиной, как я уже сказал. Это дочь убитой Ирины Филькиной, у которой вот рука с маникюром обошла весь мир, все информационные агентства, и которая стала известна как символ Бучи, тех зверств, которые там происходили. Вот. И от этого темного пятна россияне никогда не отмоются, потому что они поэтому посылают кучу ботов, как бы вот это посылают весь этот трэш по поводу там, того, что там Британия что-то расстреливала, там Азов какой-то, ну просто бред. Вот 4 человека, вот здесь поднялись на этом видео, 4 человека поднялись, простые бучанцы, которые там жили, вот, и они прошли через этот трэш лично. Так вот, я специально записал эту девочку, я ее видел первый раз, вот, которая не рассыпалась после всего того, что с ней произошло. Вот, она не рассыпалась, и она сказала абсолютную истину в нашей ситуации, которую должны понять все те, которые сейчас сидят и боятся пойти на фильм, посмотреть его, которые боятся будущего, которые боятся там всех тех испытаний, через которые пройдет страна. Господи, нас десятки миллионов, мы огромная страна, мы огромный народ. И нас невозможно будет победить, когда мы не будем вот этим хорьками, которые грызут друг друга и которые заняты, голова занята только как укусить друг друга при первой же возможности. Потому что когда мы кусаем друг друга, то у нас вся энергия уходит на внутреннюю борьбу. А когда мы способны мыслить как люди, включать разум, испытывать те эмоции, которые испытывают моральные люди, вот, способные проявлять эмпатию, как проявляли вот эти люди, как вот эта женщина, которая из Ворзеля поднялась вместе с другими женщинами и отбивали от русских солдат тех, кого не хотели утащить и расстрелять, и они смотрели, опять-таки, я подчеркиваю, смерти в лицо, то тогда нам ничего
и никто не сможет сломать. Будем мы в НАТО, не будем мы в НАТО, будем мы хер знает где, вот, нас никто не сможет сломать, если украинцы будут относиться друг к другу вот так, как относились вот эти жители Бучи, как Гадаускас относился к людям и сделал кучу ходок и вывез 203 человека оттуда и вошел в историю как человек с большой буквы. Потому что, я еще раз повторюсь, совокупность индивидов, которых можно считать людьми с большой буквы, они способны преодолеть любой вызов, даже экзистенциальный вызов, даже такой огромной, как Россия, которая находится под нашим боком и лезет на нас. В этом суть вот всего происходящего, понимаете? И все остальное это вторично. Именно поэтому я вас призываю идти на Бучу, смотреть ее, разносить всю эту благую весть, потому что это по поводу тех моральных ценностей, того морального компаса, который нас от Второй Республики полудохла, точнее говоря, она уже сдохла фактически, то есть счет идет там на месяцы. И начнется переход, я надеюсь, к третьей, который продлится там несколько лет. И, собственно говоря, вот если этот моральный компас будет, как у этих людей, которые способны в себе не убить человеческое, то мы прорвемся. Вот. Ну, теперь перейдем к тактической повестке. Там, ну, не только тактической повестке, потому что там было несколько вопросов. Ну, например, вот Иван Шелковой спрашивает. Юрий, добрый вечер. Как считаете, изменится ли глобальная политика Британии после прихода в США Трампа? Будет ли Лондон стремиться взять лидерство в Европе на фоне политически потерянных столиц ЕС? Смотрите, у нас многие надеются, что Британия там начнет выполнять функции США, но она не сможет выполнять функции США. Они могут работать только в связке, потому что у Британии просто не хватает ресурсов. Это ограниченная ресурсная на сегодняшний момент страна. Это не та империя, которая она была там в начале 20 века и даже в середине 20 века. Это нужно прекрасно понимать. И поэтому их возможности влияния на ситуацию ограничены. Все. Чуда не будет. Ну, в плане того, что там бриты организуют какой-то там мощный фронт, потому что для этого необходимо время и ресурсы. Поэтому роль штатов является определяющей в этой всей истории. И какую штаты будут оказывать поддержку. Вот такие пироги. Так. Юрий, скажите ваше мнение про последствия декриминализации создания порно. Может, нафиг тут лить и будем порно-вебкам страной? Я считаю, что это абсолютно правильный шаг. И его нужно сделать давно. И вообще декриминализировать вот это все темы, которые позволяют целым династиям ментов, прокурорских, там, СБУшников сидеть, значит, по чатам, платить бюджетные бабки за просмотр порнухи и потом ловить этих несчастных вебкамщиц, которым не создало государство никаких условий для того, чтобы они зарабатывали деньги каким-то другим способом, кроме как демонстрации своего обнаженного тела. И потом этих несчастных людей там либо сажают на процент от прибыли, либо чаще всего, либо сажают в тюрьму, если нужно какие-то показатели, значит, улучшить по посадкам. И все. Это просто чистая тупорылая колхозная деспотия, которая делает все таким образом, чтобы простой человек себя чувствовал здесь скотиной, которую можно вот просто юзать, пока она не сдохнет. Вот и все. Поэтому я считаю, что это в Третьей Республике это все нужно к чертовой матери декриминализировать, убрать, ну, кроме там всяких вопиющих каких-то нарушений, там, типа детской порнухи там, и всего остального там, да, что носит характер трэша. А вот это все, ради бога, пусть люди, если могут заработать деньги таким способом, да пусть они их зарабатывают. Пусть лучше на OnlyFans зарабатывают, чем сидят без денег и колятся наркотиками, как бы там от безысходности, либо бухают, либо живут на 5000 гривен. Я не вижу в этом никаких проблем. Так.
Было бы отлично, если бы Буча вышла на Netflix. Я думаю, что она выйдет на Netflix, но опять-таки это просто, я еще раз уточню, скажу, что они действуют, ну, я имею в виду создатели фильма, они действуют там в определенной логике, потому что сначала нужно показать там на фестивалях фильм, он должен пойти в прокате, значит, и потом там, и потом только он появляется на стриминговых платформах, когда уже там какой-то заработали деньги, плюс прошли процедуры, которые позволяют потом претендовать, я не знаю, там на Оскар, не знаю, будет он претендовать, не будет, но, возможно, какие-то международные призы получит, как в Варшаве получил, это будет неплохо, может там в Каннах, дай бог, чтобы зашло. И насколько это будет успешным, опять-таки зависит от вас. Сколько людей вы затащите на сеансы и объясните, что это возможно. И хороший знак заключается в том, что прокатчики продлили после 13-го демонстрацию фильма, потому что 13-го она должна была закончиться, но они обычно вот на недельку ставят, смотрят, как идет фильм в прокате, и если он идет неплохо там или хорошо, то они продлевают, потому что они же тоже хотят заработать деньги. Вот, поэтому вот так вот. Юрий, как вы видите переход к Третьей Республике? Я вижу его через парламент. Сначала необходимо вернуть субъектность парламенту, потому что если у нас будет субъектный парламент, который способен контролировать правительство, делать его подотчетным и президента, то тогда у нас будет вот этот вот переход, поскольку баланс между институтами власти и субъектность парламента, который избирается народом, они являются сдерживателем всей этой херни, которая вылезла из всех щелей за последние годы. Поэтому сначала нужно будет пройти через выборы, потом нужно будет пройти через переходной период, сформулировать новую конституцию, которая будет соответствующим образом обсуждаться, и утвердить новый формат государства, который, очевидно, будет тоже на выборах. То есть у нас будет, я думаю, там в течение 3 лет будет как минимум 2 выборов. Вот. Идем дальше. Как вы оцениваете политические перспективы арестующие? Неплохие, как минимум. Неплохие. Особенно в свете победы Трампа. Поэтому я думаю, что все будет хорошо в этом плане. Так. Пук Норрис. Показательная история Стерненко. Тотальная война, никаких переговоров. Граница 91 года. Как только пришла повестка, я полезнее в тылу, так оставь свои сборы на кого-то, иди в армию, вдохнови людей. Ну, такие пироги. Такие пироги у нас. И таких пирогов много. Юрий, что делать Украине, если Трампу не выйдет урегулировать конфликт и придется накачивать Украину дальше оружием, чтобы полностью не рассыпаться? Через год шансы на Третью Республику будут еще меньше. Нам придется принять этот вызов. Ну а как? Что делать человеку, у которого 4-я стадия рака? Ну, он либо принимает этот вызов и пытается преодолеть даже 4-ю стадию рака, ну, либо достойно умирает, как минимум, либо недостойно умирает. Ну вот у меня мать умирала от саркомы, и она умерла достойно. То есть она до последних месяцев фактически бегала на 5-й этаж, там где она проживала, и верила в то, что она выздоровеет. И не теряла ни бодрость духа, и за внуком смотрела, как бы там, да, помогала. Вот, то есть человек до последнего момента сражался. И все. И такова человеческая жизнь. Она в любой момент может закончиться. И такова жизнь государства и социума. Рано или поздно все заканчивается. Вопрос, как заканчивается и что ты сделал для того, чтобы твой конец был достойным. Или недостойным. Кому как повезет. Поэтому перестаньте себя тешить всякими ужасами, которые позволяют скоротать бессонную ночь. Вот. Я думаю, что лучше мозги занимать тем, как исправить текущее положение и как организовать страну заново после всего трэша, который просадил 30 с лишним лет. Вот и все. Давайте переставать друг друга пугать тем, что что-то не получится, а переключим энергию на то, что получится. Гадаускас вам в помощь. Вот человек не был готов, как он у меня говорил в эфире, как он говорил на этих встречах. Когда вы спрашивали, вот,
Был ли он готов в первый раз, когда он шел туда, в Ясногородку, забирать семью Гуровца, беременную женщину, которая потом родила дочку Ярославу? Он не был к этому готов. Я когда вот слушал, как он проходил эту, ну, как он проходил линию соприкосновения, там, что он разговаривал там со своими кураторами там из ГУРа, там, да, это все могли, ну, как-то проверить, взять телефон. Я не знаю, это просто чудовищное везение. То есть это все, это просто, ну, у меня нет слов вообще то, что он делал. Как он в эту Ясногородку поехал через Гостомель 24 февраля, потому что ВС повез. Но человек, не готовый человек, верующий в Бога, в том числе, вот пошел по этой стезе и спас 203 человека за месяц. Ну, по поводу какого скулежа может быть еще речь. Ну, согласитесь. Так. Хорошо, а другие сферы будут развиваться. Вы же понимаете, что те же менты будут открывать вебкам-салоны массово, молодежь пойдет на легкие деньги. Молодежь уже на этих деньгах. Просто вопрос в том, что с этого имеет государство, что с этого имеет молодежь. Вот и все. Потому что чем больше вы затягиваете момент легализации реально существующих норм, это то, что Эрнандо де Сото говорит в «Винном пути», да, когда он показывает, что если государство не легализирует реально существующие нормы, вот, а борется наоборот с ними, то оно борется с ветряными мельницами. И от этого не выигрывает никто, кроме силовиков, которые на этом зарабатывают бабло. Все. Зачем себе придумывать 250-й велосипед по поводу какой-то там, отталкиваясь там опять-таки от поводу того, что нація цнотлива там у нас, чи ще щось таке. Ну, не цнотлива у нас нация. Ну, давайте называть вещи своими именами. Это во-первых. Вот. А во-вторых, ну, просто включите разум и посмотрите на реально существующий порядок вещей. Все. И тогда и другие сферы будут развиваться, если мы будем использовать разум. Не нужно думать, что все сбегут в вебкамщицы, как бы там, да, или мужчины там все станут проститутами, потому что там слишком много денег. Кто-то станет, кто-то не станет. Ну там где-то легализировано, но не все же бегут в порноиндустрию. Ну, абсолютное большинство туда не идет. Опять-таки, это тоже специфическая форма бизнеса. Но вот легализировали там и сняли этот головняк. Не просто головняк, а зарабатывают миллиарды долларов, как Венгрия зарабатывает. Миллиарды долларов зарабатывает страна в Европе, являясь центром порноиндустрии. Вот, поэтому просто нужно работать мозгами. Так, русские боты побежали. Только слышат буч, это что ж такое, сразу бегут. Ну, это я же говорю, это потому что для россиян это слишком чувствительная тема. Чувствительная, потому что бьет по репутации их армии, их государства. Так, шагу про порно не хватает про проституцию. 100%. Так я же сказал, все легализировать. Здається, що Дональд серйозно налаштований закінчити по принципу «заморожуємо яки найближчим часом». Чи це тільки здається? Саме так. Так это предлагали нам еще прошлой весной. Ну вот, когда Блинкен приезжал, предлагали такую же подморозку. Ну, теперь как бы подморозка будет на более худших условиях. Почему не согласились? Ну, потому что умная. Так. Юрій, а чи хто говорить в Європі при показі фільму, що по Україні таких буч на сьогодні багато? Ну, если вы смотрели фильм, то в конце идут титры. Это я посоветовал как бы в титрах указать статистику по потерям гражданского населения в других городах, не только в Буче. Эта статистика там приводится. Хотя по Мариуполю там указано больше 25 тысяч, на самом деле там больше, чем 25 тысяч погибло. Под 100 тысяч, наверное. Вот. Поэтому этот фильм, он как раз вот показывает в том числе и реальность, связанную с этими преступлениями. Вообще вся суть фильма в конце, в титрах. Потому что вы смотрите фильм, а потом вдруг начинаете смотреть в титрах, и для вас вся реальность того, что вы видели
в картине, она вдруг приобретает вообще конкретный смысл, потому что оказывается, что все люди, которые там были показаны, они, ну практически все, они появились не из ниоткуда, за каждым прототипом, за каждым героем стоит какой-то прототип в реальности. И эти прототипы показываются. Поэтому мне обидно было видеть, когда вот гаснет экран, и вот начинаются титры, часть людей уходит, и они пропускают самое главное, потому, ну они просто не знают этого, но там через 10-15 секунд начинают идти как бы вот титры, и начинают рассказываться истории тех людей, с которых рисовали эту картинку. И вот это вот просто вставляет сильнее всего. А еще сильнее вставляет вот когда вот как этот момент, который я вам показал, когда вы видите вживую этих людей. Вот. Так. Юрий, прокомментируйте последнее заявление Рюта. Я не знаю, что он сказал, я в эфире был. Сейчас посмотрю, что там последнее заявление. Так, скажите, что он там сказал, потому что я сейчас пока не могу найти. Так, повышение цены для Путина. Вот на хвиле у нас, смотрю, стоит 18. О, так это, наверное, это заявление. На хвиле, видите, моя хвиля уже поставила это. Так, генеральный секретарь НАТО Марк Рюте призвал усилить давление на президента РФ Владимира Путина и его союзников путем предоставления необходимой поддержки для изменения хода войны. Об этом он сказал во время совместного брифинга с Макроном. Мы должны взять на себя обязательство придерживаться этого курса в течение длительного времени. Мы должны сделать больше, чем просто удержать Украину в борьбе. Нам нужно повысить цену для Путина и его авторитарных друзей, предоставив Украине поддержку, необходимую для изменения конфликта. Смотрите, двумя руками за. Если администрация Трампа начнет выделываться, там, а европейцы в лице там, Франции, Германии, Польши, там, Радослав Сикорский тоже делал соответствующее заявление по поводу поддержки, будут увеличивать нам поддержку, отлично, то есть наше пространство для маневра расширяется. Вот. Собственно говоря, Трамп этого и хочет, чтобы Европа платила за поддержку Украины. Вот и все. Так, но у Рюте тоже как бы ограниченные возможности давления на Трампа. Точнее говоря, их нет, поскольку ну, как бы, НАТО зависит от Штатов, а не Штаты от НАТО в большей степени, потому что Штаты это, наверное, там 60-65% военного потенциала НАТО, если не больше. А Рюте сказал, что важность укрепления обороны Альянса, углубления трансатлантического оборонного сотрудничества, отметил, что Франция уже 2% ВВП в оборону инвестирует. Ну, короче говоря, вот так вот. То есть я не вижу в этом какой-то сенсации. Так. Смотрим дальше. Разбор полетов действий власти будет после заморозки? Конечно. Ну, вы же все прекрасно понимаете, что должен быть разбор полетов, как бы там. Потому что если мы не будем делать выводы из ошибок, которые совершали на протяжении 30 с лишним лет, то как мы придем в более справедливое состояние, построим более справедливое общество и более справедливое государство, отвечающее интересам этого общества? Никак. Так, вопрос, Юрий. Ваше мнение об институции как варианта новой конституции Третьей Республики? Смотрите, я думаю, что какие-то элементы можно имплантировать оттуда, какие-то нет. Потому что мы не живем в идеальном мире, мы живем в динамичной ситуации. И человеческое сознание, оно требует модификации. Ну, я имею в виду сознание украинцев. И некоторые идеи там, они передовые слишком, как бы там, да, поэтому это длительный процесс. Но то, что институция может быть и должна быть одной из теоретических оснований Третьей Республики, то, конечно, да, почему нет. Так. А что скажешь, что легализация всего не понравится консервативным республиканцам? Ой, я вас умоляю, как бы
Трамп, если уже на то пошло, Трамп показывает, что можно делать абсолютно даже то, что не нравится твоему избирателю. Как Бежанова рассказывала у меня в эфире на прошлой неделе, в четверг, по-моему, или в пятницу. По поводу того, что когда Трамп выступал перед своими избирателями, там что-то им не понравилось, и они начали там что-то, значит, гудеть, там показывать свое несогласие, он сказал, ну и что, а я считаю, что так должно быть, и все. Ну так это есть способность политика не идти за толпой, а вести ее за собой, потому что, как мой любимый Ницше говорит, в стадах нет ничего хорошего, даже если они бегут за тобой. Нужно людей нужно вести, и это не означает, что нужно терять как бы связь с их желаниями и их настроениями. Но это означает также, что если ты вожак, если ты уже выдвинулся на эту позицию, то ты должен смотреть дальше, чем смотрит толпа, и дальше даже, чем смотрит твой народ. Именно поэтому ты вожак, потому что твоя функция спасти свой народ, обеспечить его безопасность, обеспечить его рабочие места, дать ему возможности, которых у него нет, и привести, возможно, его туда, где он еще никогда не был. В этом и есть визионерство государственных деятелей, их функция вести туда, где их народ никогда не оказывался до того. Потому что они его возвышают, они его приводят в качественное иное состояние. Поэтому не нужно оглядываться на то, что что-то там не делали мы за 33 года, там, или за 300 лет, или за 400 лет нашей истории. Это вообще вот это постоянное оглядывание на вот эту вот историю неудач, в котором там поразка за поразкой, потому что где-то мозги не сработали, где-то не повезло, где-то просто придурками были, где-то не подфартило. Вот. Оно приводит к тому, что мы воспроизводим это и очередные поразки. Вместо того, чтобы начать мыслить и начать действовать, исходя из того, что вот здесь у нас в черепушке есть. И мы являемся представителями Homo sapiens. Так. Будет ли попытка бороться с русофобией, или это слишком рискованно? Так мы должны это преодолеть. Именно мы поэтому обратили внимание на фильм «Буча», потому что он показывает, какой сильная может быть политическая нация, которая выходит за рамки вот этого вот всего УНРовского дерьма, вот, которая превратила страну в какой-то колхоз. Вот и все. Так. Приглашайте Бежанову еще, Ник Старс про... Да, конечно, приглашу, мы же ее постоянно приглашаем. Даже с более-менее как бы такой постоянной періодичністю. Наскільки взагалі ймовірна заморозка до інаугурації Трампа? Таке взагалі можливо, на вашу думку? Я думаю, что возможно основные принципы подморозки и их проговаривания, их кристаллизация до инаугурации Трампа, потому что Трамп же должен получить полномочия для того, чтобы поставить там свою подпись, либо для того, чтобы реально начать воплощать ту политику, которую он договорился с Путиным. Поэтому я думаю, что подморозка она будет проходить в этом коридоре между нашим моментом сегодняшним и инаугурацией, и там через несколько недель они основные какие-то принципы проработают. Вот. А сама подморозка произойдет уже ближе после инаугурации, скорее всего, окончательно. Хотя это не отменяет того, что там боевые действия могут притормозиться там, или Путин объявит одностороннюю там приостановку стрельбы. Там. Короче говоря, есть масса вариантов. Просто имплементация полноценная, возможно, после уже инаугурации Трампа. Во всяком случае, на уровне логики мне видится так. Так, будет ли эфир с Климкиным? Да будет. Будет, когда войдет фонд моих золотых цитат. Значит, что ты есть то, от чего ты зависишь. Вот, твои зависимости определяют пространство твоего маневра. И в нашем случае мы очень серьезно зависим от Штатов и, соответственно, от мотивации Трампа и его команды в сегодняшней ситуации. И мы можем, мы можем говорить все, что угодно. Мы можем, говорить, что там будет война до победного конца. Но это, если Штаты обрезают помощь, то война до победного конца продлится там, ровно 2 месяца, наверное, там, я думаю, пока будут снаряды, там, а может и месяц. И
и значит, боеприпасы для ПВО там и всего остального. Поэтому это все, ну, как бы желания, за которыми нет реальной базы. Если бы была реальная база, если бы мы создали там военную экономику, там вот была мобилизация в том ключе, в котором Дацюк говорил еще года полтора назад, это не только Дацюк, я тоже говорил, и Леша, вот, то была бы другая ситуация. Но поскольку мы находимся вот в крайне слабом ситуации, мы не видоизменились, мы не перестроились. То, что, кстати, Берлинская говорила в своем интервью, что Россия как бы пушнула военную экономику по полной программе, а у нас какие-то отдельные элементы спорадические, которые там еще и конкурируют между собой. Вот, поэтому, поэтому, собственно, это и определяет наши возможности и то, что мы можем сделать, если западная поддержка исчезает. Вот и все. Так. Кулеба говорил, что лопатами будет воевать. Это не важно, что говорил Кулеба. Это не имело никакого значения ни тогда, ни сейчас. Так. 21:30. Сейчас уже скоро будем заканчивать. Медвід Поліський. Скільки будуть цивільних кошмарити повістками та бусами? От дуже приблизно. Ну, вы слушаете вообще, что я говорю или нет? Ну, вот я задаю вопрос. Или вы когда задаете вопрос, вы контекст воспринимаете. И вот у меня такое впечатление, что вы просто бот какой-то. Я же сказал, вот как будет, как выглядит, по крайней мере, там на уровне логики сценарий подморозки. Соответственно, если будет подморожена война, то это все прекратится. Так. Все классно, слова становятся делами лишь через организацию, если начало движения. Ну, смотрите, я сижу в студии, которая работает за счет вашей поддержки, за счет того, что мы делаем все вместе. Ну, это начало движения или не начало движения? Там Арестович ездит по миру и там тоже проводит свою организационную работу. Куртьев ездит по Украине, там тоже по Европе, тоже проводит свою организационную работу. И, это о чем? Или вы хотите, как наши наемы и все остальные, чтобы вываливали вам все планы в прямом эфире, а потом сидели и обтекали, и говорили: ой, не получилось, потому что мы долбоебы, которые вываливали все планы. Ей-богу. Так. Полайкайте эфир, кстати, вот забыл. Полайкайте эфир, не забудьте написать комментарии, потом распространять. Ну, короче говоря, все в ключе. Подписывайтесь на спонсорство Patreon, все в описании к эфиру. И я запущу небольшой сбор для того, чтобы поддержать команду фильма Буча, которая сейчас поехала в Европу с его промоушен для того, чтобы больше европейцев узнало об этом всем. И мы попали в прокат туда, по Европе. Я думаю, что это будет большое дело, если наш фильм пойдет гулять по европейским кинозалам, потом пойдет в Штаты. Это будет большой прорыв. Закревского выпилили уже из команды. Так он сам выпилился. Он же в эфире у Медоедов несколько месяцев назад нес такую ахинею, что у меня волосы дыбом стали. И после этого я ему сказал, что я тебя не буду приглашать, потому что если ты не способен понимать, что ты несешь бред и не отдаешь себе отчет, зачем ты это делаешь, то какой смысл мне тебя поддерживать и тебя выводить в эфир? Я и так для него сделал достаточно много, поэтому пусть несет эту ахинею. Если он поймал звезду и думает, что он теперь суперстар, окей, флаг в руки, как говорится, вперед. Вот. Он был частью команды, но почему-то это не оценил. Поэтому давай, до свидания. Вот так вот, все просто. Віталій Літвіненко. Якщо монітори російських блогерів, то в них також зараз проблеми з людьми і треба мопку, не зрозумів. Її відсутність каже про перспективу підморозки. Конечно, всі сторони доходять к этому, поэтому это неизбежно.
Жду тут в Калифорнии фильм «Буча» в кинотеатрах. Ну, я надеюсь, что мы об этом об этом поговорим. Новости о реформировании ТЦК очень красноречиво говорят о подморозке и будущих выборах. Конечно, они сейчас уже начинают толкать тему. А знаете, какую они еще фишку придумали? Они, они надеются, что смогут, понимая, что вот в Украине мало кто за них проголосует, они надеются, только не ржать, не ржать, что нужно сейчас делать какие-то шаги, сами не знают какие, поэтому напрягают послов, чтобы диаспора и беженцы после всего того дерьма, которое они сделали, лишив людей доступа к консульским услугам, что диаспора будет за них голосовать. Ну, представляете? Ну вот, это уровень планирования. Вот такой вот. Юрий, узнал недавно, что РФ платит Украине $800 миллионов за транзит. Как бухгалтера актами сверки обмениваться, понятия не имею. Так. Да, тут все пишут под столом. Поверьте, вы будете очень много под столом, когда узнаете после подморозки очень массу интересных моментов. Я уже просто вот в предвкушении, как это все будет. Я видел политологов на YouTube, что в сентябре уже запустили работу штабы вовсю, пока похоже на выборы, что выборы скоро. Я вам скажу, что не открою секрет, что мы несколько раз подходили к моменту запуска выборов, в том числе в октябре прошлого года. Вот. Короче говоря, это было неоднократно, поэтому это на самом деле ни о чем не говорит. Но сейчас все звезды складываются вот таким образом. Я имею в виду, что вот реально складываются звезды, когда и Запад начинает понимать необходимость выборов для того, чтобы здесь просто не взорвался этот котел кипящий. На жаль, ця катастрофа виявилась потрібною для подальшого руху вперед, хоч незважаючи на все, і далі знайдяться ті, хто топлять за цю владу. Смотрите, мы вчера как раз, вот у нас был отличный эфир с Кореневским, я всем советую вам посмотреть его, по Кемалю Ататюрку и его реформам. И я там сказал один такой момент, что катастрофа не обязательно заканчивается, ну, собственно говоря, коллапсом, да? То есть катастрофа, она может привести к коллапсу, а может привести к невиданному взлету. Вот катастрофа Корейской войны 1950-53 годов, она привела к тому, что появилось два государства, одно из которых сегодня является золотым медалистом, это Южная Корея, и которая является просто примером того, как, являясь аграрной страной, можно за несколько десятков лет осуществить модернизацию, которая приводит тебя в высшую лигу. И Украина в том числе на себе это сегодня ощущает, если говорить там о поставках определенного вида вооружений. А с другой стороны была КНДР, которая пошла по другому пути, и которая сосредоточилась на других приоритетах, и сегодня имеет ядерное оружие и тоталитарный режим, который способен производить ракеты, ядерное оружие, а больше ничего не способен. Вот, понимаете? Вот как из катастрофы большой войны рождаются альтернативы. Поэтому это зависит от нас. Вот как Филькина сказала, Оля Филькина, как она сказала, посмотрите вот этот кусочек, который я поставил. Я сейчас у себя на Фейсбуке и не только поставлю. Я поставлю, кстати, и с другими ребятами, которые там на этой пресс-конференции выступали, и актеры там тоже интересные вещи говорили там, да, потому что, например, когда там десантник наш, спойлер скажу, подрывает сам себя, вот, и говорит «Слава Украине», то актер, который этого героя играл, он сначала не хотел, чтобы так пафосно все было, но они считали, что это пафосно. А потом мы все помним, как появился этот ролик, когда российские оккупанты расстреляли нашего бойца, и он за секунду до выстрела сказал «Слава Украине», и они решили вернуть это в сюжет, этот момент, потому что они поняли, что бывает и такое на войне. И таких моментов много в этом фильме.
Якщо заморозка буде така, як в квітні 22-го, як влада пояснить, навіщо були всі жертви знищення країни? Це ж будуть протести. Смотрите, это уже не наши проблемы. Ну, то есть, как бы, это уже проблемы власти, потому что, ну, мы ж и в 22-м руку протянули, и в 23-м, и в 24-м. Мы просто дохера столько функций государства на себе тянули и тянем. Вот, что, ну, собственно говоря, как бы, что мы будем за них объяснять, почему они натворили столько глупостей и игнорировали здравый смысл, логику, как бы там специалистов там и все такое. Поэтому меньше всего меня заботит лично меня, что они там будут говорить. Это уже их проблемы. С ними все понятно. Ну вот кому непонятно с ними, вот поднимите руки. Вот давайте хотите, давайте опрос проведем. Кому что с ними непонятно? Мне все понятно. Мне все понятно. Непонятно. Пошли нахуй. Проведем самый быстрый опрос. Голосуйте. Так. Так, зараз у нас найгірший парламент, а найгірший уряд за всю історію незалежності. Імпотенти та амеби треба перезапуск. 100%. Так, така історія не єдина, було ще ж таке, що хлопчина підривав міст разом з собою через те, що щось не спрацювало. Да, было и такое. И этого было много. То есть наш народ продемонстрировал просто, ну... И, кстати, еще один момент, на котором хочу сделать акцент. По итогам этой войны у нас должны быть героизированы десятки тысяч человек, настоящих героев. И я думаю, что по итогам этой войны нам героев современных, которые проявили себя, кто-то погиб, кто-то остался живой, кто-то был покалечен. Вот. Но нам этих героев хватит на назвать все улицы, все площади на 100 лет вперед. И мы уйдем от этого как бы просто тупого срача внутри себя и с нашими соседями по поводу Бандеры, там вот это вот всего, то, что не позволяет выйти за рамки как бы вот прийти к здравому смыслу как бы там и вырваться из вот этого вот трэша исторических баталий столетней давности. Нужна одна из ключевых политик в культурной сфере, это политика героизации, которая должна быть привязана к героям нашей эпохи. И у нас должны появиться везде там улицы имени Саши Черненко, который погиб еще в Черниково, как бы, который погиб еще в январе, по-моему, 2015 года, когда за Дебальцево там шли бои. Вот. Значит, Святослав Стеценко, как бы там, который погиб в начале войны. Массу вот этих людей должны быть героизированы. Дети должны знать, в школьной программе должно быть это все вписано. Должен быть создан огромный мемориал, огромные мемориалы различные по всей стране, в каждом городе. Чтобы было, как я в Баку видел, когда в какое бы время ты ни приехал, ты видишь, как детей привозят, они рассказывают про погибших, их истории, их биографии, это все на уровне государственной программы, и это позволяет обществу иметь правильную систему координат в том ключе, в котором вот я говорил в самом начале, когда говорил о фильме «Буча». Вот так вот. Юрій, про що ви говорите? Моя вулиця зібрала підписи проти перейменування на честь героя АТО і війни. Люди божевільні тут. Так людям нужно об'ясняти, з людьми нужно работать, з людьми нужно, как бы, з людьми нужно спілкуватися, як кажуть українською мовою. Щелин не вірить в підморозку. Какая разница, что там верит, не верит Щелин? Важно, что делается как бы на уровне больших субъектов. Вот и все. Там четко прослеживается желание эту войну подморозить.
со стороны администрации Трампа в частности. Ну хорошо, пусть Челлен ответит на вопрос, что будет делать Трамп, если Путин публично откажется от его предложения провести подморозку. Вот простой вопрос Челлен. Так, 375 проголосовало, советую всем проголосовать. У нас 3623 человека смотрят, только на основном канале, сейчас еще на шортах смотрят. Господи, я забыл про шорты. Ребята, извините, на шортах, которые... и там тоже смотрят прилично. Так, шорты, я вас... Извините, что вас проигнорировал. Сейчас я зачитаю ваши вопросы, если они тут были. Секундочка. Так, шортики. Читаем. Так. Так, боты много. Так, Юрий, слышали, что Трамп выставил границы Путину границы 91 года? Не слышал, это какая-то ботня. По поводу Бучи. Тут просто почти каждый день ужасы и Буча. Это больше для тех, кто далеко где-то в странах НАТО заседает, ему бы не помешало. Проблема в том, что многие в глубинке Украины, не только в глубинке, даже в Киеве, не говоря про города Западной Украины, это забыли и не ощущают. Хотя Киев сейчас кошмарится каждый день дронами, как бы там на фоне того, что там во Львове или в Луцке, или не говоря про Закарпатье, там это не так ощущается абсолютно. Но людям нужно дать правильную картину, правильные ориентиры. Вот и все. И Буча по этому поводу. Фильм Буча. Так. Все говорится правильно, но тем, кто это адресовано, насрать. Вряд ли Мао и Ататюрк просто посиделками в студии или изданием книг могли бы изменить ситуацию. Ой. Я напомню, что большевики обговаривали свою программу там 20 лет почти. И Мао Цзэдун тоже много чего обговаривал. Сначала было слово всегда. Так. Давайте тут запустим опрос. Чому не викопі герою? Ланет ТВ спитає. Піди спитаю Стерненка, долбойоб. Давайте для шортов запустим. Так, как там формулировка звучала? Кому что с ними непонятно. Шорты для вас тоже. Запускаю опрос. С ними непонятно. Посмотрим, как здесь голосуют. Голосуйте, шорты. Так, ну еще давайте несколько минут и будем гулять. Юрий, вам не кажется, что Трамп блефует, если не получится решить вопрос о заморозке? Трамп прислал Зеленскому, передал Зеленскому план на 180 страниц. Это по поводу блефа. 180 страниц. Это, кстати, не означает, смотрите, из этого вытекает что? Политика это всегда борьба, в политике всегда борются субъекты с каким-то потенциалом. И это всегда борьба потенциалом. И поэтому это не означает, что, в принципе, Трамп вдруг поймет, что Путин не идет на там, те условия, которые казались ему приемлемыми, в силу каких-то причин. И это не означает, что Трамп, оказавшись в такой ситуации, не окажет нам большую технологическую, военную там, и прочую помощь.
Это вполне может быть и такой сценарий. Но пока что базовый сценарий подморозочка. Вот посмотрим, осталось недолго терпеть. 21, по-моему, января инаугурация, так что за ближайшие 70 дней все сложится. Границы не сразу откроют, не надейтесь, все правильно. У них, они вообще Евросоюзу предлагали границы еще несколько лет на замке держать. Ну, я думаю, что Европа их пошлет. Так. Война это путь обмана. Да, это Сюньцзы. Война это путь лжи, побеждает тот, кто может обмануть противника. Сюньцзы говорил, война это путь обмана. Рекомендуємо оновити закордонні паспорти вже зараз, бо є підозра, що скоро там будуть черги. Ну, стратега видно сразу. Я не розумію, чому при всій невідповідності дії позиції Лачина та Стерненка, та наскільки в них низько інтелектуальна позиція, але глядачів не зменшується. Не заморачувайтесь фігньою. От мой вам совет. Зачем Трампу вообще наша подморозка, если он уже избрался и может нырнуть в внутренние проблемы? Потому что это дешевый для Трампа способ показать, что у него слова не расходятся с делом. Вот и все. Какие выборы будут с первыми? Скорее всего, президентскими. А может, и одновременно будут идти и парламентские, и президентские. Но я думаю, что они посмотрят, кто, ну, как бы, померяются, условно говоря, организационными способностями. Кстати, у Стерненко в комментариях уже многие задаются вопросом войны до конца. Я же говорю, ломка начинается, я поэтому назвал «Ломка Украины» не случайно этот эфир. Так. Вибори наче на 25 травня, з 20 січня припинення вогню. Ну, посмотрим. Так, ну все, давайте уже будем заканчивать. За 4000 нас смотрело. Огромное спасибо. Не забудьте, те, кто не сходили на фильм Буча, сходить и привести по максимуму людей. Он того стоит. Те медоеды наши, которые сходили, они не пожалели. Во всяком случае, я плохих отзывов не видел. Это хороший фильм, это реально добротный, хороший фильм, который крайне полезен для Украины, для того, чтобы переосмыслить свое положение и подняться на новую высоту. Все, на этом мы заканчиваем. Завтра у нас будет несколько эфиров, в 6 часов мы где-то начнем. Самый различный спектр будет, так что все как всегда. Я сейчас вернусь домой и поставлю свой текст по Буче. Я думаю, он тоже вас вставит. Все, пока.